Всем привет, с вами Дэн, как говорится, нихао, привет из Гонконга. И сейчас из Гонконга я поеду в Шэньчжэнь. Примерно 50 минут из центра до границы Гонконга. Дальше попадаете в материковый Китай. Граница прям через речку, раз, и все, вы уже в Китае. Другая валюта и немножечко, как мне кажется, другая страна. Удалось побывать на 3 фабриках, и сегодня рассказ про одну из них, которая занимается прям уж полным циклом. Ну, кроме производства механизмов, конечно же. Вот сейчас как раз на кадре будет немножечко кадрик такой границы, да, вот справа это Гонконг, а слева уже Китай. Ну, а теперь мы в парке в Шэньчжэне и посмотрим немножко на город сверху, а потом уже поедем в город Дунгуань, в индустриальный парк Чангпинг. На авто примерно 2 часа, на поезде где-то меньше часа. Но едем на машине, на такси так немножечко проще. Ну вот здесь сейчас виды как раз на Шэньчжэнь. Карту поставили, где можно посмотреть основные достопримечательности. С одной стороны центральная часть города, порт, с другой стороны больше спортивные сооружения и разнообразные школы, университеты. В парке много диких обезьян, которые не такие наглые, как, например, обезьяны в Таиланде, то есть прям к вам не попрутся вырывать фотоаппарат, телефон, но попросить бананчик и другое снадобье могут. В такси много рекламы и, конечно же, вездесущие китайские коты, ну они просто везде на каждом шагу. Вот уже индустриальный парк, и сейчас мы попадаем на фабрику, которая производит корпусы, циферблаты, браслеты и также кастомизирует механизмы. Работают как на свои собственные бренды, а собственные бренды у них это Сталинград, Ксанайт, Ингрет, Зизам, Акватрайтинг. И также они производят огромное количество часов на сторону, как говорится, OEM, да, а другие бренды это где-то 30, может быть 50 марок, все не сосчитать. К сожалению, нельзя показывать их на видео из-за контрактных обязательств между брендами и фабрикой. Ну, понимаете, да, все же бренды такие строят такой маркетинг, а здесь ты показываешь, что вот они все вместе на одной фабрике, а цены потом разные. Но могу сказать так. 80% этих брендов, которые на этой фабрике производят, вы видели на канале. Это, конечно же, микробренды, и они из Европы, из США, Азии, Японии и, по-моему, даже из Швейцарии. На фабрике работает где-то 60-65 человек. И знаете, что интересно, так проходишь там, да, по складу, смотришь, что работники делают. А приехали мы туда поздно, уже где-то около 8 вечера было. Ну так получилось, пока доехали до Шэньчжэня, границу таможню пройти, потом, соответственно, погулять в Шэньчжэне, покушать вкусной китайской еды. И уже вечером приехали, и фабрика частично там уже как бы не работает, многие сотрудники ушли, но многие работают, это меня удивило. У них там одна смена, но люди засиживаются, очень много заказов, и особенно перед китайским Новым годом. Многие новинки анонсированы, они там уже на складе, и скоро вы их увидите в анонсах, на сайтах и потом через, может, месяцок на обзорах. Ну, вот я уже какие-то модели новинки видел, но опять же скажу, что показывать их нельзя. Много складов, много упаковочных цехов, и прямо по брендам там расписаны, вот в каком цехе какие бренды складируются. Вот здесь они, например, ремешки тестируют. На там сколько-то мне сказали, там 1000 этих операций, сколько-то часов ремешок тестирует. То есть там все на самом-то деле, естественно, по-серьезному. Да, это вот без 15:08 вечера, пожалуйста. Люди работают. Да, Фарер мой тоже тут затесался. Кстати говоря, Фарер вообще на всех фабриках всем очень понравился. И его дизайн, и качество исполнения. Ну, Фарер, это Фарер, ребята. Особенно приятно слышать, знаете, комплименты твоим часам от людей, которые сами производят часы в огромных просто количествах. Здесь сборка, проверка. Здесь вот, например, проверка на водозащиту.
А дальше мы уже попадаем на саму фабрику, где производят корпусы и где производят браслеты. Aquatrident, у них много браслетов из карбона, и корпусы тоже из карбона. Я вам показывал такие на обзоре. И вот здесь как раз в этот момент производили такие корпусы на фабрике. Здесь, кстати, будет один из корпусов, который, как мне сказали, там есть даже люм уже такой, да, запеченный, что ли, не знаю, как это будет в итоге работать. Но посмотрим, потом какая-то из моделей выйдет. Поглядим, интересно. Может, какие-то точечки, там, пятнышки, может, что-то такое будет. Вот здесь сейчас, например, из карбона, да, как раз звенья браслета, первое звено, да, основные звенья, в общем, и корпус, и звенья, все из карбона в этой модели. Ну, а в данном случае это еще пока заготовка задней крышки, тоже, соответственно, из карбона. В общем, такой довольно быстрый, немножко, может быть, сумбурный визит на фабрику, потому что мимоходом, в общем, из одного города в другой, так вот получилось уже даже достаточно поздно вечером. Поэтому, что получилось снять, снял, что получилось обсудить, обсудил. Может, потом как-нибудь на стриме более детально про это поговорим с вами, да, потому что есть чем поделиться. Короче, не забывайте, естественно, ставить царские лучшие на ютубе лайки, а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.